Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомита. Наконец-то из новогодних коробок мне выпал тяжелый китайский акционный танчик 8 ЛБЗ-176. Вот, и сегодня полноценный гайд-обзор на эту машину. Вот, тачка интересная, фановая, потому что очень интересный геймплей на ней. Ну и у нас сегодня полноценный обзор по данному агрегату. И, конечно же, начнем мы его с бронирования. Идем. Итак, вот наша бизюлька. Ну и тут на самом деле все просто и очень быстро мы будем смотреть. Нижняя часть НЛД у нас 140 мм приведенки, 100 мм фактического, и это просто очень мягкая деталь корпуса, и сюда он замечательно пробивается. Но надо помнить, что есть верхняя часть НЛД, где у нас 240 мм приведенки 250, и этому танку, в зависимости от того, конечно, на каких вы снарядах, как у вас бронепробитие, лучше не стрелять, потому что может и вернуть, и здесь уже 300 будет, да. Вот, целиться нужно в нижнюю часть НЛД. ВЛД 100 мм, имеет хороший угол наклона, реально хороший. И в приведенная броня здесь у нас уже 233, 240, рикошет 245, вверху тоже рикошет. Соответственно, знаете свои снаряды бронепробития и рассчитывайте, пробьете его сюда или нет. В принципе, как верхняя часть корпуса достаточно интересная и крепкая. А если он еще вот так будет от вас, у него уже УН есть, то, господа, там уже до 300 доходит. Касаемо башни, щеки 315, 317, вокруг ствола рядом 320, 326, сама маска 600, 300 и прочее, да, вверху 292, то есть вот центральная часть башни очень крепкая, и, конечно же, сюда ему тоже лучше не стрелять. Есть наклонная верхняя планка 41 мм, 78, 79, 79, лючки 136, 120. Вот сюда как раз этому танку все и закидывают. Боковое бронирование 100 мм, и, конечно же, от борта он может атаковать, тут даже говорить нечего. Вот такое вот бронирование. Нижняя часть НЛД простреливается, и все, что связано с верхней крышкой и лючками. В остальные детали ему лучше не пулять. Как-то. Так, с броней разобрались. Угу. Теперь смотрим орудие. Пушечка тут интересная. 160 миллиметров. Это, по правилу 3 калибров тут уже все понятно. Кого и как он будет простреливать на этой пушке. На основном снаряде на ББХе 650 альфа, на фугасе 800. На ББХе бронепробитие 208, а на фугасе аж 225. Заряжается пушка на стойке 25 секунд. Вот, ДПМ, нищий, 1560. Вот, 0,46 точности, как у арты практически ее нет, и сводится почти 4 секунды. Жесть. В этом плане жесть. По полевой модернизации. Во втором блоке вездеходную ходовую, в четвертом блоке притирку общественного наведения, звукоизоляцию. В пятом блоке вторым слотом берем мобильность. Что касаемо оборудования. Обязательно всегда ставите два модуля. Это стаб, это досел. И я вот поставил турбину и поставил мобильность. Танк-то без ракетных двигателей, да, еще раз там напомню, что у нас ракетные двигатели стоят. Вот, 4 раза вы можете ускориться, причем ускоряется очень хорошо. Я еще поставил сюда турбач, потому что без ракетных двигателей он вообще ни хрена не едет. И, наверное, вот эта вот сборка, она единственно правильная, другие даже рассматривать не буду. Вот. Основной снаряд ББХ летит 860, не ох как быстро. А фугас здесь летит вообще всего лишь 760 метров в секунду. Прошу прощения. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Экипаж, 4 члена экипажа, перки вы сейчас видите перед собой.
Вот, по УВН у нас все вообще отлично. Минус 10. Минус 10. При такой сборке у нас уже сведение 3.12 улучшилось. Разброс чуть улучшился, но 44. По ХП, в принципе, как для восьмерки тяжелого танка, нормально. 1600. Такое минимально комфортное значение, да. По мобильности у нас, значит, ну, все плохо. Вот при такой сборке с турбиной, да, и с прокачанной полевой модернизацией вперед 35, назад 18, включая реактивные двигатели, вперед уже 53. Вот. При включенном ракетном двигателе назад скорость с ускорителем 1. Ну кто это будет включать? Вот. По обзору у нас 384 метра, среднее значение на данном левеле среди тяжелых танков. Да, у нас ничего нету на обзор, ну как-то так. По плюсам и минусам машины. Броня интересная, но мы помним, какая у нас крыша изначально под наклоном, и что туда будут набрасывать все, кому не лень, это факт. Это факт. НЛД тоже помню дырка. Поэтому по броне нельзя однозначно ставить прям плюс, ну плюс-минус. По подвижности то же самое. Ситуация такова, что на ракетных двигателях это плюс, без ракетных двигателей это минус. В нужные моменты вы можете ускориться, поэтому в принципе по подвижности можно даже поставить все равно плюс, как мне кажется. По пушке интересный геймплей. Пушка неоднозначная, учитывая ее сведение, разброс и точность. Поэтому нужно выцеливать, нужно ловить моменты. Вот в этом и заключается интересный геймплей. Ну, по обзору среднее значение, по количеству ХП тоже. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте пощупаем, что такое БЗ-176, на что он способен. Погнали. У нас обзор боем БЗ-176, тяжелый танк Китая 8-го левела. Вот акционная тачка, которая падает из новогодних коробок. Сейчас мы его затестим. Че, перекаточку бы поймать, да? Было бы неплохо. Только сейчас будет куча танков мешаться. Проехать по-быстрому. Нормально, БЗшки дали. Хорошо. Хорошо. Так. Что-то снова передумал, да? Активничать. Мид тут, правда. Ух ты, АТ-15 едет. Ну-ка зацелим, парни. Нормально. Так. Все, БЗшку слили. Можно будет сейчас наступать. И Эмиля долбить в борт. Да?
Не пробил глючок. Жалко. Итальяшка подвыехал. Есть. Так, ну двушку уже дали. Приятно. Приятно. Хорошо. Хорошо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Эх, жалко. Эмили, сливать надо. О, кстати, насветил на 1183. Нормально ему жахнул кто-то. Ага. Итальянские танки стоят. Хорошо. Сор приехал. Красавчик, на Ксоре выцелил. Поехали Самуа искать. Вон он. А куда это я стрельнул? Поехали дальше за ним. О, это кто там? Это АФК. АФК нам надо. Вот. АФК мы любим. Куда же он делся? О, светимся. Так, 2700, 3700, 4К суммы, да? Нам бы еще бы сжахнуть кого-нибудь. Как ты здесь не вовремя приехал на своем Т-103? Че, лис подсветит пацанов? Это, блин, стоит за ним. А так может, что они все там, на центре. На бугру. А, нет. Вот вон он. Не, МБТ сейчас так загрызут.
Его сейчас эск сольет, я думаю. Ладно, все равно 4 плюс К нормально. По урону. Че тут ныть-то? Все, слили, победа. Интересная тачка, интересная пушка, интересные фугасы. Когда ракетные двигатели заканчиваются, конечно, крайне медленные, но за счет интересного вот этого необычного, назовем его, геймплея, ну, какое-то хоть разнообразие в нашей игре, в наших любимых World of Tanks, или как еще теперь уже называют, Мир танков. Играл в основном на ББ. Ну да, не в основном, а на самых дешевых снарядах, без супер фугасных. 152 чистыми, кстати. Вот такие маленькие расходы. 152 чистыми. Тачка интересная, но прям назвать ее имбой не поворачивается язык. То есть она машина для прямых рук. Вот, все равно. Много в ней особенностей отрицательных. Долго заряжается, плохо сводится. Конечная точность дерьмо. Медленная. Броня ослабленная, то есть лючки-то у нас закидываются легко по сути. Хотя они и сзади, но в них часто попадают. Вот, ребят, у кого уже есть такая машина, еще до Нового года осталось несколько дней, пишите свои комментарии, годный, негодный, может кто-то все-таки захочет задонатить картошки и получить данный танк. Вот, а я по пятибалльной системе за интересный, необычный геймплей этой машине ставлю 4 уверенных балла. Да, на ней интересно поездить и получить удовольствие от вот этих сочных плюшек по врагам, по танкам врагов. Вот. Подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте лайкосы, ну-ка какие-то там комментарии под видео напишите. Всем до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.